Вот зараза, а. Кто здесь? Я милицию вызвала. Едут уже. Лучше сами. Ой, лучше сами. А давайте я вас выпущу. А милиции скажу, что ошиблась. Пожалуйста. Но я же чувствую, что здесь кто-то есть, а? Вы меня слышите? Зачем вы меня пугаете? Насморк. Повторяю вопрос. Вы понимаете, что в вашей постели труп? Труп. Понимаю. Я видела. Но я не... В огороде Бузина, Вы а в Киеве... чего мне лапшу на все места вешаете? Вы чего думаете? А в Киеве кто? Я первый день живу, да? Смешно, ей-богу. Вы думаете, я таких, как вы? Не знаю. Так. Знаю. Да я из таких, как вы, с бабами нормально встречаться не могу. Потому что мне все время кажется, что она тоже того может. Прав был мой батя, прав. Батя мой покойный. Говорил мне, вот женишься, лупи ее, как сидорову козу. А я говорю, батя, а за что ее лупить-то, а? Если ж я не знаю, за что лупить. Он говорит, а ты лупи. Она сама будет знать, за что. Зачем? Вы меня опять пугаете. А что вы меня пугаете? Мне и так страшно. Вы, Елена Ивановна, по всей видимости, не очень. Представляете, что дальше будет с вами. Ну и что вы здесь раскричались? Живой он, труп ваш. Эй, как живой труп? Живой, забирайте.
Бузина в Киеве. Блин, кто в Киеве-то? Ну, Бузина. Официальный документ для того, чтобы все связано. А дальше что? Слушайте, Я уж даже не знаю. тут кроссворд у меня. Это все нужно переводить в другую степень. В огороде Бузина, в Киеве кто? Если вся группа сможет сработать нормально. Будь здоров. А я не чихал. Что да? Группа сработает нормально. Ну, я понимаю. Я говорю, тут кроссворд у меня. Выйдем на премию. А это очень важно. Понятненько. Если же это не произойдет, тогда считай. Простите, тут вопрос назрел. Вот в огороде Бузина, а в Киеве кто? Федор, какая бузина? Дядька. Простите, я не расслышал. Кто? Дядька. Дядька. Извините, вы продолжайте. Невероятно. Так что у нас по покойному? Простите, по пострадавшему. А вот не надо язвить, Елена Ивановна. Не идет вам это, не идет. Отпечатков ваших пальцев на вещах пострадавшего нет. Чьи-то есть, а вот ваших нет. Да и вещей-то, собственно говоря, тоже нету. Я вам уже 100 раз сказала. Ничего. Я обнаружила у себя мужчину. Он незнакомый, я... Как он попал, я не знаю. Марья Алексеевна, а ведь у вас был ключ от квартиры Елены Ивановны. Ну а как же? Был ключ. И как часто вы его использовали? И в каких целях? А? Я молодой человек. Прожила 82 года, и никто про меня никогда не сказал ни одного худого слова. Я родилась 7 ноября. Понимаете, что это значит? Мы, комсомольцы, прошли всю страну от Урала до Магнитки. Я всю свою жизнь отдала без остатка святому чувству Мельпомены. Вся жизнь – театр. И каждый имеет свой выход и свой уход. И каждый в ней свою играет роль. Вы знаете, что такое театр? Не знаете. Театр начинается с вешалки. То есть он начинается с меня. Я – мировая душа. Во мне душа Наполеона, Александра Македонского, Шопенгауэра, Достоевского, последний пиявки. Уж лучше будь один, чем вместе с кем попал. Омар Хайям. Что такое счастье для человека? Это найти свое место в жизни. Ну, как у врачей. Должны быть чистые руки, ноги в тепле и холодная голова. Кто дал вам право подозревать меня, что я вот этими чистыми руками открыла Леночкину дверь, бог знает для кого? А вы, Леночка, если бы я знала, что так все выйдет, я бы никогда у вас не взяла ключа. Уж лучше бы пусть ваши цветочки засохли. Пропала жизнь. Извините, женщина, у меня вопрос назрел. Не растет. Трудно ему здесь. Скучает. Пострадавшего отвезли, если я не ошибаюсь, в вашу больницу. Вы, пожалуйста, держите меня в курсе дела, если что. Ну, если там очнется, или наоборот. Договорились?
Да, еще. Пожалуйста, не уезжайте пока из города. Я? Я не уеду. Такой молодой инвалид. В смысле, нехорошо. Ну, глупо как-то, мне кажется. Вы зря это... Но вы не волнуйтесь, вы ничего не бойтесь, я вас вытащу. Честное слово, я обещаю. Знаете, я кино видела. Там женщина. Такая красивая. Сейчас руки приготовьте. Будем моторику разрабатывать. В смысле, я уйду, потом вернусь и приготовьте ручки. Меня зовут Елена, я медсестра, а вас? Ну и правильно. Не напрягайтесь. Берегите силы, они вам еще понадобятся. А я с вами буду. Все замечательно. Ниночка, Да. доброе утро. Здрасте. Положите. Елена Ивановна. Да. Лен, ну что такое, ну, совсем ты себя не жалеешь, загнала. Каждый день дежуришь, по-моему, да? Ой, смотри у меня, я просто приказ издам, чтобы тебя в больницу не пущать. Не надо приказ. Что значит не надо? Скоро сама в реанимации окажешься. Не надо. Вон, сапог надеть сил нет Доктор уже. миленький, ну не надо приказ. Ну, Вас очень давай прошу, помогу. ну не надо приказ. Господи, бро. Завтра в отпуск уйду, досплюсь и Давай, помогу. отъемся. Пожалуйста, вы меня только в больницу пускайте, ладно? Ну, хорошо, Хорошо. хорошо. Доктор, вы же понимаете, мне очень нужно. Я должна. Да никому ты ничего не должна. Кто он такой тебе? Ты его даже не знаешь. Как не знаю. Вы тоже не всех, кого спасаете, знаете. Все равно Ну, спасаете. все. Доктор, миленький. Все. Посмотрите моего Всё, питомца. Ну, пожалуйста.
хорошо, хорошо, хорошо. Посмотрю я твоего питомца. Обманите меня навсегда, насовсем. Все, Чтобы не думать зачем, чтобы не думать зачем. что мы ослабили идеологическую борьбу. Обманите меня навсегда, насовсем. Чтобы не думать зачем, чтобы не думать зачем. Обман в христианстве – это благотворительность. А в связи с чем такая позиция? Да потому что дача денег – это большая ответственность. Нуждаюсь в благотворительности. И никогда она ничего хорошего не приносила. Алло. Юль, привет. Юль, это я. Чё ты молчишь? Ой, Ленка, привет. Ты, что ли, не узнала? Богатый будешь. У тебя что-нибудь случилось? Слушай, Юль, тут такое дело. Муж твой дома? Вчера в рейс ушел. Здорово. А можно я у тебя переночую? А то мне как-то не по себе. Так ты мне скажешь, у тебя случилось что? Да все нормально. Я приеду и все расскажу. У тебя выпить есть? Ну, да, есть, найдем, что. Угу. Юль, ну я еду? А? Я еду. А, ну да. Ну все. Да ты что? Откуда он взялся? Угу. Кто он? Угу. Как попал в мою квартиру? Совершенно не представляю. Ты понимаешь, у меня замок вообще не взломан. Вообще не взломан. Вообще. Угу. Угу. А кто догадался мне его в таком состоянии бросить, а? Кто? Откуда? Ты понимаешь, сколько загадок? Я понимаю, я одного не понимаю, как ты зашла и не померла там. Это ужас какой-то. Ужас. А чё ужас? Симпатичный. Да. У него как-то вот... Понимаешь, у него как-то вот так вот и вот так вот как-то так. Хорошо, подожди. Ты мне скажи, вот это вот он овощ. Лежит как... Спит, как ребенок. Да? Угу. Слышь, Ленка, а я когда с Мишкой сплю, никогда глаза не открываю. Угу. Почему? Ну, у него пузо ходит туда-сюда. И храпит он, как не знаю кто. Ленусь, он это... книгу расходов завел. Ага. Пишет туда. Пишет, сидит. Пишет он.
У меня. Изменяешь ему? Ты чё? А чё? Лена, я боюсь его. Страшно мне его. Бедная ты. А чё это я бедная? А чё ты не бедная? Ой, А а чё ты не чё? бедная? Вот я бедная. Я не бедная. У меня муж есть. Моряк дальнего плавания. Красивый. На Бандерас похож. На Бандераса. Ладно, не на Бандераса. На этого, на Джигарханяна похож. Ну, немного. Ну, ладно. Похож. Богат. Сильный. Я за ним как за каменной стеной. Любит меня. Наверное. В общем, живу не хуже всех. А я не хочу, как все. Не. Ты понимаешь, я хочу, как в сказке. Давай выпьем, дружок, а? А, давай. Ой, Мишенька. А что случилось-то? Джейс. Отменился. Вот. Что случилось? А вам говорили, что вы хорошенький? Ну, не то чтобы красавец, конечно, но... Вы знаете, а мне нравится ваш нос. Правда? Да замуровался, блин. Насморк. Ну что? Скажите, а вы сны помните? Просто знаете, некоторые люди, они вообще ничего не помнят. Ну вот просто не помнят, где они шлялись всю ночь. Нашел же дверь. Подарок. Что? Дай же, ну, Сейчас. аккуратно. Знаете, чего я боюсь? Вот вы очнетесь, а меня забудете. Ну ладно. Пушкин Александр Сергеевич. Царь с царицей простился, путь дорогу снарядился, а царица у окна стала ждать его одна. Здравствуйте, Елена Ивановна. Навестить вас пришел. Сердце. Последнее время, как из чугуна, слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Слышите? Тук, Тук? тук, Тук. тук. А вы не волнуйтесь-то так. И садитесь. Спасибо. А наш пока потерпевший Больной. больной. Ну, все так же? По-прежнему лежит. Лежит.
Я это... навестить. Кого? Больного. Прошу. Это вам. Красиво. Спасибо. Ну вот, видите, сами. Сердце работает хорошо. И легкие дышат. Все вроде бы ничего. И ничего. Бедолага. Скажите, Елена Ивановна, а сколько он так лежать будет? Месяц? 2? Год, 2, 3. Я не знаю, все может быть. Здесь ведь только Господь Бог все знает. А вы все время рядом будете? Всегда. Ну, в смысле, пока не надоест. Как же это называется? Преданность делу. Преданность – это хорошо. А у нас вот очередной глухарь. Пойду я. Елена Ивановна, если что, вы позвоните мне. Да. Вот цветок. Он, наверное, очень одинокий, но очень красивый. Я свечку поставила за здравие. Вчера. В церкви была. Юлька, если бы узнала, наверное, бы со смеху померла, а я все равно поставила. А вы знаете, запахи лечат. Вот никто не верит, а они лечат. Вот смотрите. Вот это запах жаркой пустыни. Смотрите. Жаркая. Нюхайте, нюхайте, нюхайте. Сейчас, секунду, сейчас. А вот это осень. Осень. Желтенькие листочки пахнут, чувствуете? Ну? Ничего вы не чувствуете. Откуда вы взялись? Ужасно интересно. Да, войдите. Капитан Кузьмин.
Я вас где-то видел. Это супруга нашего покойного потерпевшего. Маргарита Борисовна Васильевна. Васильевна. Биске. Биски. Биске. Мы на опознание. Здравствуйте. С вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные... Елена Ивановна, проходите. Здравствуйте, Елена Ивановна. Здрасте. Да, это он. Ну, тогда давайте вернемся ко мне в кабинет, там продолжим. Прошу вас. Да, да, Елена Ивановна, вы тогда тоже, что ли? конечно. Биски Эдгар Германович. Понятно. Понятно, почему он имя свое не узнал. Я до не дошла. Что? Что? Нет, ничего, это я так, просто. Скажите, гражданка, почему вы так долго не реагировали на объявление о розыске? Понимаете, у мужа и раньше так бывало. Он вдруг с места срывался. Ну, то к матери, то на рыбалку, то еще куда-нибудь. Искать себя запретил. Ну, к тому же, я сама недавно приехала. За границей месяц была. Послушайте, вы знаете, у меня сейчас... В общем, я очень занята. Давайте мы с тобой... Давайте так поступим. Можно? Я оставлю вам сумму денег на содержание Эдгара. Хватит надолго. Сможете еще и оборудование новое купить. Допустим, столько. Ну, ухаживать, конечно, может и Елена Ивановна. Просто существует два прогноза. Оптима и пессима. Что? Ну, в смысле, оптимистический и пессимистический. Во втором случае присутствие может понадобиться родного человека. Родного человека. Вас сумма устраивает? Да. Но в таком случае вы должны написать расписку, что если... Да. Все понятно. Если что-то случится, вы не виноваты. Так? Да, форма такая. Любопытно. И еще, если вы вдруг узнаете, как мой муж оказался в квартире у той женщины... Так это же... Ага. Пожалуйста, сообщите мне. Любопытно. Да. Любопытно. Если выясним, то сообщим. Ну, ты просто... ас. Слушай, ты «Маленького принца» Экзюпери читала? Да. Понятно. Там фраза очень есть замечательная. Помню. Мы в ответе за тех, кого приручили. Ленусь. А скажи мне, знаешь что? А вот этот вот коматозный твой, он когда проснется, он... Ну, с памятью как у него? Он что-нибудь будет помнить? Не знаю. Он же спит. А если он вот таким голосом разговаривать будет, а? Нет, Доброе вдруг утро, он... Елена. Что такой? Такой. Да, голубой. Ладно, все, так, поджигаем. Давай. И выпиваем. Мишенька, что случилось? А рейс отменился. Вот что случилось. Ну? И что происходит в твоей жизни, скорбная Елена?
Здравствуй, Миш. Интересно, а почему у меня жизнь скорбная? У меня жизнь хорошая. Стоп. Спорить со старшими запрещаю. А все остальное разрешаю. Мой лозунг – запрещать запрещено. Откуда у нас лозунг-то такой новый? А ты несчастливая. Откуда ты все знаешь? Да по ауре твоей. А ты, Мишенька, знаешь, что у твоей жены сегодня день рождения, а? Да вон она уж. Без меня веселится. А за чей счет? За мой счет. А то за чей же? За твой, конечно, я счет веселюсь. Я зарабатываю, а она... Ой, я не могу. Ладно, ребят, пойду. Ой, я не могу. Да? Что? А ты? Конечно. Да если собаку облить дорогими духами, она все равно начинает кататься. Лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа. Не дождался. Хватит Пушкина на сегодня. Сил нет. У тебя руки красивые. А у меня некрасивые. Ни маникюра нельзя, ни лак. А я не переживаю. Кто меня здесь видит? Жена твоя уехала. Честно говоря, она мне не очень понравилась. Но красивая. А ведь ты с ней не был счастлив. А счастье достоин. Вот ведь все счастья достойны. Но не у всех получается. А вот у меня получается. Что ж ты молчишь-то, миленький? Эдик. Мама. Эдик. Ты глаза не закрывай. Ты слышишь? Ты не закрывай глаза, Эдик. Я сейчас. Не закрывай, слышишь? Слышишь? Мама дорогая, это кто ж такой красивый вдоль по улице идет? Лена, с ума сойти просто. Где были мои глаза? Здравствуйте.
был неправ. Молодец. Умничка. Молодец. А что вы на меня так смотрите? А? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сразу нельзя. Сразу нельзя. Нужно потихонечку. Ваша овсянка? Сэр. Вот. Так. Ну, открывайте рот. Открываем. Меня зовут Елена. А вас Эдик. То есть Эдгар. Имя у вас, конечно, странное. Извините. Я родилась в сентябре. Как лето закончилось, я и родилась в сентябре. Вот. Опоздала. Что с вашим лицом? Вы что, не любите овсянку? Ну, зря. Я тоже не люблю. Теперь всегда и везде опаздываю. Когда в школу пошла, детский садик полюбила. Теперь очень хочется в школу. Домой пришла, а там уже вы. Не помните? Что? Тихо, 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 тихо. Тихо. Не надо. Я думаю, что вам сейчас вообще говорить рано. А овсянку не хотите? Не надо. Не надо. Мы еще смеяться будем над вашим состоянием. Вы мне верите? Вы мне верите. Я вас не обману. Правда. Я не умею. Для врача это плохо. А для жизни еще хуже. Вообще ничего не помните. Снег. Снег. Колодец. Так. Часы. Еще. Лестница вверх. И вы. Я? Я вас помню. Алло. Да. Маргарита Васильевна. Да, я слушаю. Здравствуйте. Это Анатолий Корнеевич вас беспокоит. Главврач больницы. Анатолий Корнеевич, что уже случилось? Вы скоро вообще домой уедете. И мы, наверное, с вами больше уже никогда и не увидимся. Ну что вы, вы не переживайте. Не переживайте. Я, например, ощущаю себя абсолютно счастливой. Мне уже удалось в жизни сделать очень важное. А дома у вас жена. Знаете, какая она красивая? О! Нет. Напротив, он неделю назад вышел из комы. Я вам звонил, но просто никто... Вы не очень хорошо себя чувствуете? Да, я в Париже на симпозиуме. Мне не очень удобно сейчас говорить. Как он себя чувствует? Какая странная штука. Память. Не помню. Но ведь вот ноги помнит. Помнит, как надо ходить. Слова не знаю почему, но я помню значение каждого слова.
Жена? Ну, вышел из комы, это главное. Давление нормализуется. Пока больше ничего определенного я вам сказать не могу. А вы когда приедете? Ну, я пока не могу вам точно сказать. Мне еще в Брюссель надо лететь. А он когда окончательно восстановится? Как говорится, сколько денег, тогда и выздоровеет. Шучу. Правильно. Раз ничего не помните, значит, заново родился. И поэтому... Тихо, 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 тихо. С днем рождения! Угу. Деньги, да? Ну, я могу еще выслать, если надо. Да нет, я же шучу. Приезжайте. С днем рождения! Елена Ивановна, не могу я его больше держать в реанимации. Не могу. Пойми и не обижайся, пожалуйста. Ну, что ты молчишь? Меня презрением обливаешь? Сколько можно здорового человека держать в реанимации? Не все же деньги решают. Как ты думаешь? Я думаю, что деньги здесь ни при чем. Вы хороший врач. И человек хороший. Доброе утро. Будильник уже. Наверное, пора Мне вставать. вставать пора. Ай, красота. В холодильнике колбаса. Готовить не умею. Глупо. Лишь хвостом по воде плеснула, стало
Александр Сергеевич. Ничего. Алло. Алло. Здравствуйте. Это не Маргарита. С вами говорит автоответчик. Вы можете оставить мне любую полезную информацию. Говорите после сигнала. Добрый день. Где Лена? Лена на работе. А я вот тут блины затеял. Мука там, молоко нашел. Вкусно? Это мое варенье. Я варю его каждое лето для себя и для Леночки. Варенье обыкновенное. Мой секрет. Что вы говорите? 2 килограмма клубники, Так, 2 сахара. так. Перебирается клубника, ягодка к ягодке, чтобы все ягодки были одинаковые. Угу. Потом взять такое же количество сахара. Угу. Затем надо поставить на огонь. Очень интересно. И когда все растворится, дать закипеть. Угу. Ну, 5-7 минут. Помешивая, чтобы не пригорело. Да-да, запоминаю. И дальше разливается по банкам, крышки. И когда оно остынет, и вот зимой открываешь, такой аромат, такой аромат. Прям крыжовинка к крыжовинке. Вы кто? Не помню. Не знаю. Не хочу, вернее, я недавно заново родился. Странно? Не уходи, побудь со мной. Здрасте. Здрасте, Место так родно и тепло. Я поцелуями покрою устающее чело. Я поцелуями покрою устающее чело. Не уходи, побудь. Леночка, ну где ты ходишь? Мы тебя заждались. Я купила тебе. Вот, чтобы не скучал. Марш мыть руки. Сейчас буду вас кормить. Хорошо. Алло. Алло. Это не Маргарита. С вами говорит автоответчик. Вы можете оставить мне любую полезную информацию. Говорите после сигнала. Улететь бы вольной птицею от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть всех вас, что вы существовали на свете. Но я так труслива,
и застенчива, то меня замучит совесть. Николай Петрович был волторнистом. Волторн – это такой редкий и глубокий инструмент. Он затрагивает самые сокровенные струны твоей души. А что мы так сидим? Да? Вино налито. Да. Не надо, я сама. Хорошо. Я хочу... Ой, какие у вас красивые руки. А какие сильные, крепкие пальцы. Пам-пам, парам-пам. Пам-пам, парам-пам. Пам-пам, парам-пам. Пам-пам. Ну, это симфония 7-я Шостаковича. Спасибо. Вы могли бы ее сыграть на чем-нибудь? Да. У Николая Петровича и у меня был такой самый любимый момент, когда он бывает здесь, я угадываю, зачем он тут. Ну, да. А теперь действительно, давайте поднимем бокалы. Давайте. За ваше здоровье. Спасибо. И за вашу удачу и успех, Леночка. Спасибо. Какая вы молодец. А еще мелкую рыбешку. Ершей, карасей, Они всегда были вместе. Всегда. Я даже иногда ревновала, обижалась то на маму, то на папу. Я думала, что меня им подбросили, что я не настоящая их дочь. А потом, когда мамы не стало, папа тоже не захотел жить. Я осталась одна. Но не одна. С Марьей Алексеевной. Только потом я поняла, что они не могли друг без друга, потому что любили. Как в сказке. Я опоздала. Опоздала. Опоздал. У меня была 3-литровая банка с маленьким белым пушистым существом, розовые ушки, влажный нос, хомячок. Мама сказала, что он любит тепло и поесть. Мне очень нравилось за ним ухаживать. Я положил в банку кусочек ваты, какую-то тряпочку, насыпал туда деревянные стружки. О, Господи! А однажды я очень сильно заболел, и мама отвезла меня в больницу. Банка стояла на чердаке, куда я любил залезать и играть. А мама не отходила от меня несколько дней. А когда я поправился и мы вернулись, я не обнаружил хомячка ни ваты, ни стружки. А у него не было лапки.
Опоздал. Я тебя напугал? Прости. На постели покоилась прекрасная юная принцесса. Принц тихо опустился перед ней на колени, и в это мгновение час, назначенный доброй феей, пробил. Принцесса проснулась. «Ах, это вы, принц?» – сказала она. «Ну, наконец-то!» И тотчас все кругом пробудились, слуги стали накрывать на стол, придворные дамы поправляли растрепавшиеся за 100 лет локоны и улыбались заспанным кавалерам. Весь замок от флага на башне до винного погреба ожил и зашумел. А принц и принцесса ничего не слышали. Они не могли наглядеться друг на друга. Принцесса даже забыла, что она уже не ела 100 лет. Я очень плохо училась, а он был отличник. Я все время так на него смотрела. Но понимала, что он никогда не обратит на меня внимания. А потом вдруг случилось невероятное. Он пригласил меня на танцы. И мы пошли. Я так хотела быть красивой. Попросила у подружки платье, пальто. Но мне просто казалось, что вот ее пальто гораздо красивее моего. Я пообещала вернуться домой к 10, поэтому как-то так все время нервничала, все время на часы смотрела. А потом, когда уже шли домой, нас ждали его друзья. Он и на танцы меня только ради этого. А домой я к 10 успела. Хочешь быть любимой? Кем? Мной. Ну, хватит на сегодня. Спишь? Мы с тобой как в космосе. В разных кораблях. Я белка, а ты стрелка. Нет, лучше не так. Я стрелка, а ты белка. А кто это? Хотя нет. Они в одном корабле летали. Каждая женщина – зло, но дважды бывает хорошей. Либо на ложе любви, либо на смертном одре. Брагаус и Эфрон. Палат Александрийский, 1 век. Первую мировую все члены императорской семьи были волонтерами.
51% А волонтер идет к опрошенных людям россиян считают благотворительность по отмывом велению души. денег. Повтори. В чем разница между благотворительностью и меценатством? В Америке благотворительностью считается любое проявление души. В чем разница между... Да елки-палки. Мечтой и реальностью. Возьмите меня в мечту. Туда, где душа летает. Иначе я так и умру, не зная, как это бывает. Запах осени просто удивительный. Наверное, самый удивительный из всех. Интересно знать, а чем же он так удивителен? Но тем, что осень – это конец веселого, беззаботного лета. А что дальше? И что же дальше? Что? Дальше? Дальше зима. Некоторые деревья не переживут зимы, погибнут. Нет, стихи дальше. Твои? Мама писала. Она была большая фантазерка. Одинокая странная женщина с пожелтевшей листвой в руках. Она словно искала убежище, поселившись в моих стихах. А я и не знал, что это. Листья так пахнут. Запах я помню. Ну и куда же ты пропал? Понятно. Извини. Да что ж такое? Я хочу спросить. Меня что, можно уже теперь не замечать? Не приезжать ко мне? Не звонить? Все? Я теперь никто? Вот скажи мне, Эдик, я что, уже больше никто? От меня что? Больше ничего не зависит? Знаешь, я теперь думаю, лучше б я тоже умерла в тот день. Ну все, извини. Простите. Простите, вы кто? Я болел. Ничего не помню. Что? Здравствуйте. А мы с Наташкой в очереди в буфете стояли. Помнишь смешанные бутерброды? Были бутерброды с вареной колбасой, а были с кабачковой икрой. Все вместе, то это смешанные бутерброды. Вот мы стояли в огромной такой очереди. А вы, конечно, хотели пройти без очереди. У тебя тогда еще был день рождения. Ты всех приглашал праздновать в общежитие. Вот смотри. Весь наш курс. Узнаешь себя? Вот. Прямо в форме и приехали поступать. Тамара, а моя мама жива? Слушайте, давайте я вас все-таки чем-нибудь угощу. А ты Не надо, как-то не надо. неудобно. Давайте чаю или кофе. Вообще, я сейчас не готовлю, но у меня все есть. Мне Наташа все приносит. Носится со мной, как будто я. Нет, Эдичка. Мамы больше нет. Ты сказал, что ее не стало на похоронах у Юры. Вот. А вот это вот мы все четвером. Все. Ты, Юра, я
и Наташа. А вот это вы уже с Ритой. Смотри. После вашей свадьбы. Это вы приехали к нам на новоселье. Это был первый и последний ваш приезд совместный к нам сюда. Почему? А вот Наташа. Это моя лучшая подруга. Это мы с ней стояли в очереди за бутербродами и с ней пришли к тебе на день рождения. А потом мы начали встречаться. И мы с Юрой начали встречаться. А потом мы поженились. А вы с Наташкой что-то, ну не знаю, тянули. А потом приехал Ритин отец из Питера. И вцепился в тебя прям мертвой хваткой. Вот, говорит, молодой специалист, который подает большие надежды. И ты пропал на полгода. Потом вернулся уже с Ритой. Мы были на свадьбе. Ну, в общем, как-то... В общем, Рита не захотела с нами общаться. Вот. А вот мы все вместе как раз на дне рождения. Слушай, какой у тебя день рождения тогда был, а? Потрясающий. Вся общага перепилась. Помнишь, мы выставили столы? Стол такой огромный и длинный. Составили его из 7 столов. Прямо из твоей комнаты, помнишь? В коридор. А помнишь Сашку? Ну, Сашку Мамонова. Помнишь? Помнишь, как он свалился с 4-го этажа на 3-й в лестничный пролет? И ничего себе не сломал. Это ваш муж? Да. А что с ним случилось? Он что, болел? Да нет, не болел. Как-то, ну, год был какой-то тяжелый. Ты решил расширить наше, ну, ваше предприятие до уровня международного, а Юрка почему-то он как-то, не знаю, сопротивлялся, почему-то не хотел. Помнишь, ты приехал сюда и попросил, чтобы я помогла тебе уговорить Юрку. И мы сидели здесь и разговаривали вот здесь за этим самым столом всю ночь. Юрка, конечно, согласился, ну, в общем, сдался на наши уговоры. Вот. А через неделю у него инсульт. А я потом знал? Ну, он лежал в больнице, я тебе звонила, и ты знаешь, все как-то неудачно. Я то на секретаря нарвалась, то автоответчик. Ну, в общем, когда... А потом все уже произошло. Все произошло, и я уже дозвонилась тебе. Ну, в общем, ты приехал сразу и успел только на кладбище. А потом исчез куда-то. Тамара, когда был мой день рождения? Да вот тогда и был. День смерти Юры. Простите. Извините. Алло. Как же я ненавидела тебя. Но это все потом было. А тогда я думала, что они все так шепчутся за моей спиной. Она красивая, она богатая.
Чего же она такая невезучая? Нет, у меня все было хорошо. Очень хорошо. Только вот тебя почему-то рядом не было. Я думала, почему он все время куда-то пропадает? Сначала мне казалось, что стесняешься. Стесняешься положения провинциального мальчика. Дура. Но я очень тебя жалела. Потом я узнала твою предыдущую историю и решила, что в этом все дело. Я даже встречалась с этой Наташей. А оказалось, что она сама ничего не понимает и не знает, куда ты исчез. А потом я решила, что недостаточно хороша для тебя. Я стала себя улучшать. Но ты этого не заметил. А потом вообще какой-то кошмар начался. Я за тобой следила. А почему ты от меня не ушла? Почему ты меня не бросил, а? Ты, который, по-моему, не любил меня ни одной секунды. А я тебя любила. Поэтому я тебя не бросила. А когда я поняла, что тебя нет, что ты просто женился на моем папе, мне как-то стало легче. Ну, не любишь и не надо. Главное, что не изменяешь. Я научилась жить, как все. Если это вообще можно так назвать. А потом я встретила другого. И ты знаешь, мне казалось, что ты стал ко мне внимательно относиться. Может, мне это только показалось? Это мне было уже не нужно. Начался новый этап мучений. Как тебе сказать, да и говорить ли вообще об этом? Да, а накануне твоего дня рождения ты опять куда-то исчез. Телефон, как всегда, был отключен. Я решила, что это знак судьбы. Не успела. Мы с тобой столкнулись в подъезде. Я сказала, что ухожу от тебя. Ты сказал, что у тебя умерла мама. А потом позвонила Тамара. Ты давно пришла? Да. Извини, я все слышала. Лена! Вот его пальто. Других вещей не было, извините. Лена, подожди. Знаете, а ведь он здоров. Только вы следите за ним. В смысле, я не это имел в виду. Я имею в виду за его питанием. Да, и еще. Ему нервничать совсем нельзя. А вот гулять? Лена, не надо. Вы гуляйте с ним, пожалуйста. И вот, и еще сходите с ним в театр. Может быть, недавно приезжала потрясающая балетная труппа из Англии. А у меня не получилось. Жаль. Вот вы сейчас уедете. Я буду посвободнее. Обязательно возьму
отпуск и поеду в Лондон, в театр. Потому что надо больше путешествовать. Надо смотреть на прекрасное. Прекрасное обогащает. Это оно делает нашу жизнь чище. Как-то наполняет каким-то особым смыслом. Все, уходите, пожалуйста. Я не могу больше. Это я больше не могу. Все, поехали. Нет. Рита, подожди. Лена, Рита, прости меня. Я, наверное, очень виноват перед тобой. Господи, что я говорю? Да, я виноват. Я не могу сейчас объяснить, почему я так поступал. Не нахожу никаких оправданий. Все, что я знаю, это то, что зима наступает после осени. У меня нет прошлого. Я не знаю, что меня ждет дальше. Я знаю только, что я не могу с тобой уехать. Отпусти меня. Да? Хочешь остаться, да? Влюбился. А ты действительно очень сильно изменился, Эдик. Сильно. А ты спросил у Лены, хочет ли она этого? Спросил? Нет? А ты спроси. Спроси, что ты можешь ей дать? Ты человек без прошлого и с сомнительным настоящим. Да тебя просто нет. Ты никто. Леночек! Ой, ты дома, какое счастье, а? Здрасте. У меня Мишу-то просто в рейс ушел. Мы с ним поругались сильно. И он, Лен, ушел по-настоящему. А я, ты же знаешь, мне одной страшно, но я думала, я у тебя и я пойду. Постойте, подождите. Да. Вы... Юля. Ты знаешь Юлю откуда? Вспомнил. Это же вы привели меня сюда. Вот я сейчас увидел и... Я вспомнила. Я не знаю, как это вышло. Я не знаю, Лена, как это все получилось-то. Мишка просто тогда он в рейс ушел, а я, ты же знаешь, я не могу. Я боюсь одна, Лен, мне страшно, а ты на дежурстве была. Юрку похоронили, кладбище, потом какой-то ресторан. Вы сидели за столиком одна, я пил. Много. Вот он пил. Кошмар какой. Мама умерла. Ужас. День рождения мой с Ритой. Расстались. Он пил. Он сидел, пил. Потом что-то плакал долго. Потом он меня потом, знаешь, Ленусь, он меня долго Наташей называл. Потом меня какой-то Ритой называл. Потом он очень долго передо мной извинялся. Потом он сказал, что я его единственная надежда и что я должна ему родить ребенка. А что, я его одного не оставлю. Ты же меня знаешь, Леночек, я же добрая. Что же он сидит, плачет? Я же его к себе не поведу, потому что, сама понимаешь, что же я к себе. А ты на дежурстве в тот день была. Думаю, я у тебя, и переночую. Да что он утром-то очухается, я его спроважу. Да, Лена, мне же страшно, ты же знаешь. А Мишке, Мишке сказала, что если что, то я у тебя ночевала. Юля, откуда у тебя ключи-то от моей квартиры? Так ты сама. Ты что, не помнишь? Ты мне сама дала на тот случай, если мы с Мишулечкой со своим поругаемся. А дальше что? А дальше было очень интересно. Дальше мы пришли сюда.
Потом я его начала укладывать спать. Он не хотел. Он долго не хотел, а потом он, Лен, приставал ко мне. Что? Простите, я не слышу. Ну, приставал он ко мне. Ну, я ему и это двинула. Ну, сильно. Как следует я ему. Ну, я вам двинула. А потом, вы ж понимаете, он что-то захрипел там, ну и задергался. И Леночка, я думала, что я его убила. У вас тут дверь открыта была. Здравствуйте. Маргарита Васильевна, я к вам. Вот, решил ваши деньги вернуть. И, Маргарита Васильевна, будьте моей женой. Уходите. Все. И больше никогда. Я сейчас уйду. А когда вернусь, чтобы больше никого. Забвенье ненужный настой. Настой от безверия и муки. Куда ты уходишь? Постой, пути нет из этой разлуки. Уходишь, уносишь слова в себя, где затихла улыбка. Так вот ты, какая трава забвенья, мертвей нет напитка. Безмолвно, ни в чем не виня, без лишних упреков в измене, погасли, ушли от меня глаза твои, полные тени. И больше не светится мне. Живут они жизнью другою, за взглядом на той стороне. В тебе, где-то рядом с душою. Хочешь быть любимой?